научить и привить человеку, что ли, обратно вот тот подход, которым он смотрел на природу там тысячи лет назад. Просто какой-то эпицентр, взрыв искусства и взрыв людей, которые хотят на него посмотреть, а возможно даже купить. Искусство, типа, не главное, главное, чтобы это было что-то такое необычное и такое, ну, странное. Слоний слайд, как Бонни и Клайд. Такой альтернативный Тарантино из моего внутреннего мира. Это очень нежная работа. Ну, эмоции невероятные. Это одно дело интернета, соцсети, а другое дело искренняя реакция людей, когда они подходят и выражают свою радость. Всем привет! С вами я, Нина Давыдова, и сегодня мы ведем репортаж для канала «Давай попробуем». Сегодня мы побываем с вами на современной выставке «Блазар», которая является спутником выставки «Cos Moscow». «Блазар» была у нас основана в 2020 году. Это уже 5-й выпуск ярмарки. В этом году первый раз представлена секция дизайна. «Блазар» у нас является площадкой для обмена опыта и знаний, а также для демонстрации новых имен и новых художников. Миссия «Блазара» — это открытие и поддержка новых молодых художников для их самореализации, а также для сотрудничества и новых агентств. Пойдемте, я вам покажу. Столько всего интересного нам предстоит узнать. Нам повезло, и мы попали на открытие. Мы увидим самих художников. Мы с вами пришли в секцию цифрового искусства. Пойдемте посмотрим. Сейчас мы придем к нашему главному гостю Никите. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Такие красивые работы. Пойдемте посмотрим поближе. Это очень нежная работа. И сейчас я познакомлю вас с самим творцом. Никита, привет! Очень приятно с тобой познакомиться. Очень у тебя красивые работы. Расскажи, пожалуйста, про свой путь художника. Мой путь не имеет как таковой начальной точки. Очень долгое время я хотел заниматься чем-то, чтобы было такой квинтэссенцией творчества. То есть не работая с натуры, да, вот чем-то из головы и таким фантазийным абсолютно. Я делал графические работы в стол. Со временем они копились, и я посчитал, что нужно это показать миру. И вот у меня были некоторые выставки, потом на меня стали подписываться люди, росло внимание, и в итоге это вылилось в то, что вот я смог пройти конкурс, подав заявку, и оказался здесь, что для меня огромная радость. Расскажите, пожалуйста, какая центральная проблематика ваших работ? Знаете, центральная проблематика — это, скажем, моя какая-то попытка воссоединить человека с природой, а если конкретнее со Вселенной, то есть через обличение сил Вселенной, да, сил природы в персонифицированные начала. Я придаю им характеры и придаю, нечто, что свойственно нам самим. То есть тем самым мы можем с ними взаимодействовать, как это делали художники в древности. Этот подход мне очень близок, и я очень долгое время увлекаюсь мифом, историей мифа, историей религии и магии, точнее, религии, которая вышла из магии в определенный момент. Вот это, наверное, центральная проблематика. История взаимодействия человека со Вселенной через мистическое мышление. Хочется вот какой-то, знаете, веры во что-то. То есть, мне кажется, если человек умеет чувствовать красивое, значит, он верит сам по себе. Это ведь считывание красоты — это некоторое знание, которое ты получаешь в моменте. Я в чем-то вдохновляюсь, знаете, эмоцией, природой, человеком порою даже. И это
преображается вот в какой-то микромир, микромиф. И вот каждый из них — это и работа. Никита, что вы хотите показать зрителю с помощью ваших работ? Ну, во-первых, мне кажется, красота в глазах смотрящего, и каждый видит все-таки что-то свое. Но моя задача, как я уже говорил раньше, это сделать мир вокруг нас, сделать мир для зрителя более ему приемлемым, показать ему, что он часть этого всего, и, ну, скажем, удивиться этому, восхититься этим, и уметь взаимодействовать с ним магически, мистически. Вот через ощущение внешнего как внутреннего. Я бы так сказал, что это вот единое целое, на самом деле, разделения нет. Вот в этом моя задача. То есть не холодный какой-то вот научный подход, а большая жизнь какая-то, большая страсть вот в взаимодействии с мирозданием в целом. Скажи, а какая из представленных работ для тебя самая личная? Ну вот из этих 4, наверное, это «Привидение», поскольку я сделал ее 2 года назад, и тогда я еще не имел твердой руки, и я несколько плавал. Да, мне было как-то и тревожно, но начав ее, да, ну, я тоже колебался. Но потом, когда она получилась, я был в каком-то невероятном восторге, и вообще вот что я такое создал. Я получил очень большой отклик на эту работу от моих подписчиков и, в принципе, от людей. Поэтому, наверное, вот из 4 вот эта работа. А как ты выбираешь темы для своих работ? Темы приходят спонтанно. Эти образы являются как бы... Я не контролирую это. Но, получая их, я подвергаю их осмыслению и некоторые раскладки, то есть превращению их в нарратив и в микромиф, микросюжет внутри вот конкретного произведения. То есть я пытаюсь их сделать осмысленными, а не как какой-то вот такое что-то, что выплюнуло мое бессознательное, вот, да. Смотрите, а как-то хочется это вот все структурировать. Скажи, пожалуйста, какими материалами ты пользуешься для написания работ? Ну, вот здесь графит и карандаш, сепия. В основном это акварель. И кое-где цветные карандаши. В дальнейшем думаю делать что-нибудь маслом. Никита, мы знаем, что ты первый раз участвуешь в таком мероприятии. Какие эмоции ты испытываешь? Ну, эмоции невероятные. Это одно дело интернета, соцсети, а другое дело искренняя реакция людей, когда они подходят и выражают свою радость. Это трогает невероятно. Я очень счастлив, и это что-то невероятное вообще. Ну, все мероприятие. Научить и привить человеку, что ли, обратно вот тот подход, которым он смотрел на природу там 1000 лет назад. То есть меня интересует миф и отношения с миром как с естественным продолжением себя. Наверное, это одна из немногих моих работ, которые мрачные. Дело в том, что это существо из потустороннего мира, из мира ушедших. Но, тем не менее, видите, оно встречается ликованием и радостью. То есть я даю понять, что даже не тот мир, а в принципе вот что-то теневое в нашей жизни, оно имеет место быть, и оно не должно вызывать отторжение, и поэтому оно приветствуется как бы вот восклицаниями, вот, да, вот жестом вот доброты. Мы послушали Никиту, а теперь давайте погуляем дальше. Сейчас мы с вами зашли в секцию галерей. Такая простая, но красивая работа. Интересное оформление, да, картин, что за фоном выглядит тоже картина, она как будто дополняет друг друга. Интересный ход. Из переработанного пластика, то есть это переработанный материал, это пластиковые пробки с сочетанием с деревом. И вот это вот казанские дизайнеры специально сделали для галереи 19. Это ребята называются Кулар. Привет, да, мы здесь, меня зовут Сергей, я приехал с галереи Виктория из Самары.
Вот, мы здесь показываем своих художников, ну и в целом вообще движуха, ну абсолютная. Это просто какой-то эпицентр, взрыв искусства и взрыв людей, которые хотят на него посмотреть, а возможно даже купить. Одним словом, впечатления вот такие. Здесь очень душно, и я думаю, что это не только потому, что здание такое недышащее, но еще потому, что здесь люди надышали просто вот эту энергию любви к прекрасному. Привет, меня зовут Витя Повезло. Я рисую в стиле наивный сюрреализм с элементами абсурда. У меня веселые картинки, на которых запечатлены разные веселые сюжеты. Это, допустим, Рене Магриб. Это веселый гриб, который летит и постепенно исчезает. Это «Все пришли на праздник огня». Здесь есть работа, которая называется «Попали в переделки, словно на перестрелке». Слоний слайд, как Бонни и Клайд. Такой альтернативный Тарантино из моего внутреннего мира. Вот. Есть такая вот замечательная работа «Слон», который не может определиться, поэтому у него 2 хобота, 4 глаза, он смотрит в разные стороны. Есть невероятно крутая работа, которая называется «Опасные игры». Здесь изображены шпионы-машинки, которые следят за домиками, которые играют в цветы. Здесь есть жучки, которые за всем этим наблюдают. Привет. Я Александр Белов. Слушай, я тут видел много странных вещей. Я захожу, там стоит какая-то деревяшка, похожая на стул. По виду мусорка точно. А напиток стоит 120 тысяч рублей. Я думаю, просто можно всякое барахло из дома собирать, клеить что-то вместе, как детские поделки продавать за большие деньги. То есть искусство, типа, не главное. Главное, чтобы это было что-то такое необычное и такое, странное. Очень открытие, ребят. Никита, я вижу, у тебя уже купили 1 работу, и вот висят новые 2. 2 уже купили. Наш обзор подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!